Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю знаменитый, необыкновенно вкусный, нежный йогуртовый муссовый торт Монте со вкусом всемирно известного десерта Монте. Получается торт очень легким на вкус, тает буквально во рту и готовится очень просто и очень быстро. Все покажу и расскажу в данном видео. Сначала испечем корж. Для шоколадного коржа мне понадобится 110 грамм муки, 20 грамм какао-порошка и 5 грамм разрыхлителя. Делается этот корж очень просто и быстро. Тесто будем замешивать даже без миксера. Отставляем пока в сторону. 2 яйца среднего размера, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара, 80 грамм сахара. Все это просто перемешиваю большим венчиком. Добавляю туда 80 миллилитров молока комнатной температуры и 40 грамм растительного масла без запаха. Все это также перемешиваю. На данном этапе растворится весь сахар и просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз, без конвекции, на среднем уровне, примерно 20 минут. То есть он выпекается очень быстро, этот корж. Форма у меня здесь прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Вы же можете брать круглую форму, 24 сантиметра в диаметре. Убираю выпекаться. Корж у меня испекся. Я сейчас его извлекаю из формы, он очень быстро остывает. И сразу же срежу у него шапочку, чтобы низ коржа был идеально ровным. Корж тоненький получается, но это ничего страшного. Вы также можете нарезать это все ножом, как вам удобнее. Шапочка нам сейчас пригодится. Укладываю сразу в ту же форму, в которой я выпекала, и буду в ней же собирать торт. Шапочку от бисквита я сейчас измельчаю. Можете это все в блендере делать, как вам нравится. 250 миллилитров сливок я довела до кипения. У меня здесь 30% жирности сливки. 200 грамм молочного шоколада туда добавила. И одну вот такую с очень хорошей горкой столовую ложку нутеллы. Или аналоги нутеллы можно здесь брать. Все на ваше усмотрение. В горячих сливках все это расходится очень быстро. Вот такая смесь должна получиться. Добавляю сейчас к бисквитной крошке 100 грамм обжаренного молотого фундука и выливаю туда всю шоколадную смесь. Десерт Монте — это, конечно же, десерт именно с фундуком, но если вы его не любите, вы можете брать любой другой орех. Все это просто перемешиваю. В это время уже шоколадная смесь очень хорошо остынет. Буквально уже комнатной температуры вся эта масса. Поставила уже ацетатную пленку. Если у вас нет ацетатной пленки, используйте обычные канцелярские папки. Все это выливаю на корж. Разравниваю обязательно, чтобы в разрезе тортик смотрелся красиво. Распределяю все это очень аккуратно по углам. И уберу сейчас на то время в холодильник, пока я буду готовить следующую начинку. 30 грамм желатина, 150 миллилитров очень холодной кипяченой воды. Все это перемешиваю, сразу же нужно перемешивать. И отставляю до набухания. 1 килограмм греческого йогурта 10% жирности и 400 грамм сгущенного молока с сахаром. Если у вас нет греческого йогурта такой жирности, вы можете брать обычный йогурт, либо же 10% сметану. Все на ваше усмотрение. Все это просто перемешиваю. Вы можете здесь взять чуть меньше сгущенки, чтобы у вас банка была 360 или 380 грамм сгущенки. И сейчас буду взбивать сливки. 400 миллилитров сливок охлажденных 30% жирности, 16 грамм ванильного сахара. Взбивать сейчас буду до мягких пиков, ни в коем случае не до устойчивых. Вот такая масса должна получиться. То есть, в принципе, здесь пиков даже еще как таковых и нету. Добавляю туда сейчас всю йогуртовую массу со сгущенкой.
Все это просто перемешиваю, ничего здесь дальше ни в коем случае не взбиваю. Нам здесь взбитая масса не нужна, потому что нам нужно потом будет делать рисунок. Вот такая вот однородная смесь у нас должна получиться в итоге. Набухший желатин я распустила в микроволновке импульсами. Добавила туда грамм 200 вот этой йогуртовой массы. Перемешиваю, чтобы температуры немножко выровнялись. Непрерывно сейчас взбиваю миксером не на самой высокой скорости и добавляю туда всю желатиновую массу. Это нужно сделать сразу, ничего здесь ждать нельзя. Отставлю пока в сторону. «35 грамм какао-порошка». Заливаю его, здесь у меня 120 миллилитров очень горячего молока. И 2 столовых ложки нутеллы туда добавляю, вот такие с очень хорошей горкой. Все это перемешиваю. Отливаю примерно половину всей йогуртовой массы в другую миску. И добавляю в эту массу сейчас всю шоколадную смесь. Как я уже сказала, что продукты мы здесь используем, по сути, очень простые. Если у вас нет греческого йогурта 10% жирности, берите просто сметану 10% жирности. Пробиваю сейчас просто миксером, чтобы все комочки разошлись и чтобы все у меня объединилось. Вот эта масса уже слегка подзастыла. Она не будет хорошо распределяться по торту. И я туда добавлю сейчас буквально 50 мл очень горячей кипяченой воды. От 50 до 100 мл можете добавлять. Вы ее не испортите, ни на сладость, ни на ее вкус никак не повлияет. Потому что вот эта шоколадная масса, мы же разбавляли какао молоком, поэтому она гораздо более жидкая у нас, чем белая масса. Теперь беру 2 одинаковых половника и из них начинаю выливать на центр уже слегка подзастывшей вот этой массы шоколадно-ореховой поочередно, как мы торт зебра делаем, вот эти вот 2 йогуртовые массы. Если у вас нет этих половников, смело можете использовать здесь обычные кружки, то есть все, что у вас есть под рукой. Но чтобы они были одинаковые, чтобы у вас примерно одно и то же количество массы выливалось на центр этого коржа. Работать здесь надо стараться, конечно, поаккуратнее, чтобы не расплывались у нас эти круги, и стараться все это постоянно выливать именно только в центр. Но это делается на самом деле очень просто. Массы не застынут, то есть можно работать очень спокойно. Тогда, когда мы разбавили уже белую массу, желатин, у меня здесь силы примерно 200-220 блюм. Очень часто спрашивают о силе желатина в комментариях, вот отвечаю сразу. Желатин здесь нужно брать хороший, с еще хорошим оставшимся сроком годности, чтобы минимум срок годности оставался еще год, чтобы можно было использовать этот желатин. Тогда желатин будет хороший, будет у вас хорошо все это схватываться. Может быть, кому-то это пригодится. В данном видео я использую желатин фирмы Dr. Oetker Gold. Теперь обычной деревянной шпажкой я делаю вот такие незамысловатые полосы. У меня получается эффект так называемой паутинки. Далеко я ее вглубь не опускаю. В глубину я прохожу примерно 5 мм. То есть не нужно ее опускать полностью. И постоянно вытираю салфеткой одноразовой. После каждой борозды я вытираю палочку, чтобы рисунок у нас не смешивался. И все сейчас убираю в холодильник примерно на 3-4 часа. Масса очень хорошо схватывается за это время. Можете убрать на ночь. Все на ваше усмотрение. Он прекрасно отходит от формы, от вот этой ацетатной пленки. Еще раз повторяю, если у вас нет ацетатной пленки, вы можете использовать обычные канцелярские папки. Прекрасно нарезается десерт. Идеальный красивый разрез у него получается, где бы вы его ни разрезали. Если вы все наливали правильно, вкус изумительный. Нежнейший тортик получается. Кто любит муссовые торты, идеально подойдет этот торт.
Масса прекрасно держит форму и при комнатной температуре. Вот такой вот он нежный, абсолютно пропитанный, нежнее некуда. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.